Менеджер все решит. Кто будет расшифровывать все буквы и законы просто так и быстро? А если с одной стороны пугает появившееся внезапно чудо природы, а с другой стороны раздраженные клиенты требуют решать только их проблемы? Так что не спрашивайте, как выглядят те, которые могут устроить что-нибудь в трагический момент в жизни человечества. Тем более, если они не люди с Земли, а все проблемы старались решить быстро и оперативно. Радужное пятно на мониторе телескопов Солнечной системы появилось примерно 3 месяца назад. Его приняли за странную комету, назвали короной за необычный спектр излучения. Небесный путешественник приближался к Земле. Ученые всего мира пришли к выводу: гость не ударит по родной планете. Ученые удивились больше, даже после того, как природу и минералогию кометы признали неясной. Корона долетела до голубой планеты и устроилась на ее орбите так уютно, что испытывала минимальные гравитационные нагрузки от передвижения Луны. Несколько попыток запустить зонды для изучения нового ночного небесного светила закончились неудачей. Какой материал принесла она с неизведанных краев галактики? Он выключал электронику и не давал роботам приблизиться к себе. А какая ракета даже с пилотом-человеком пойдет в космос без компьютеров? Что хотели сказать о возникшем новом спутнике Земли люди? Все, что приходило им в голову. То самое, что они и хотели донести до сведения человечества. Кроме него, о своих мыслях они оповестили богов, темные и светлые силы годной планеты и гипотетически существующих прародителей и наблюдателей из далеких галактик. В 21 веке некоторых беспокоил тот факт, что именно они наконец-то дали знать о себе. Земляне же имели возможность поговорить между собой лично и по интернету. И часть из них отлично выполняли свой долг перед увлеченной аудиторией и равнодушными скептиками. Какую справедливость принесет астрологические и метафизически яркие лучи нового спутника? Он, как и собственное воображение, был источником тайн. За деньги и без них умники и болваны рассуждали, что может дать корону и что получится у нее взять силами человечества. В качестве консультантов брали ученых, компьютерный интеллект, тени умерших великих людей, карты Таро, методы древних астрологов, непобедимых генералов и голоса, возникающие у посвященных при длительных медитациях. Некоторыми предположениями мир восхищался. Но корона не желала давать землянам ничего существенного. Как вы думаете, может ли существовать на кометах, летящих к Земле, неизвестные человечеству минералы и материалы? Напишите свой ответ в комментариях, поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые авторские рассказы. Помогите, пожалуйста, в распространении, расскажите в сетях о канале. Спустя 7 лет существования нового спутника стало привычным. Некоторые первые идеи о нем стали казаться смехотворными. Большой спрос на версии касался уже других проблем человечества. Перетряхивали межчеловеческие отношения. Дом людей открывал и закрывал двери тем, кто хотел попасть наверх в социуме его обсуждения. Коммерческие цивилизации продвигали товары и владельцев их производства. Пока шло их большое наступление и иногда обжуливание, поднимались доходы и чувство собственной значимости у чиновников. Да так быстро все взлетало, что последние рвались возглавить и армии. Кого вербуют в армию? Все ухищрения для этого повергают в ужас большинство обывателей. Их даже можно объяснить крайне несовершенным способом, который еще и норовят запретить. Да, наверху не прочь подраться друг с другом. А как много можно найти оснований для конфликта, если сильные главы избалованы комфортной жизнью и подлизами? Выполнили их распоряжение по увеличению комфорта и числа подлиз ябед? Выполнили. Люди внизу предпочитают не говорить слишком много. Да, знают, что системы безопасности делают болтовню небезопасной. Пусть пользуются результатами. Теперь, значит, мы стали мощными и менее ограниченными. Совершенно верно. Значит, нам пора как-то отодвигать границы существующего и есть на что это делать. То есть, нельзя сказать, что всех уже тошнило от книг, баров, танцев и песен. И не все в них разочаровалось. Но вот чем плоха война, ее очень трудно предотвратить искусством и развлечениями. Целеустремление не нравится. Вот и у любителей наказаний пробудились силы, о которых мало кто раньше предупреждал. Мы размышляем об этом не с точки зрения правящего класса. Это просто объяснение того, почему через 7 лет после появления спутника Земли под названием Корона на голубой планете началась война.
Все было погано, а некоторые мистики и говоруны винили в ней даже небесные флюиды нового светила. Ничего не поделать, во время войны всем хочется выжить. А наверху бывает, что выживают с какой-то очень злой и корыстной целью. Хоть и население не сразу смиряется, если ему не дают спокойно жить и работать. Все меньше тех, кто считается, что людям по душе, а что нет. Война, приказания, патриоты мало говорят о смертности. Аппер закрыл глаза, стараясь укрыться от брызнувшего сока Марила, оранжевого фрукта с планеты Пелен. Свежий напиток готовят при клиенте, но Матата, соседка Аппера, решила позаботиться о себе сама. За это путешествие пассажиры платили так хорошо, что вряд ли она была средним обывателем без влияния в межпланетном репрессивном органе власти. Но, конечно, устроители праздника обвешали плавный полет, но переход заставил лайнер Атиката вздрогнуть. Матата молода, просто картинка со своей серой кожей и оранжевыми глазами. Обаяния у Аппера много, иначе бы он не произвел на нее впечатления, а ушел бы, как некоторые дети чиновников звездных систем, ругаться к менеджеру. Конечно, чертовски хорошая идея устраивать вечеринки у отдаленных планет, далеких от цивилизации. Но сколько претензий от шишек, готовых платить десятерную цену. Как вы думаете, легко ли покорить сердце богатой красавицы? Зависит ли это от ее профессии? Напишите свой ответ в комментариях, поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые авторские рассказы. Помогите, пожалуйста, в распространении, расскажите в сетях о канале. Аппер не был таким дураком, чтобы ради удовольствия от скандала с менеджером хоть на минуту оставить свою прекрасную Матату, наследницу империи медицинских протезов звезды Сеукан. У него была желтоватая кожа, но она не считала его дураком, как было принято у гуманоидов соседней с ней звезды Бабакан. Аппер тоже терпеть не мог жестоких людей, а что еще могло понравиться потомственным медикам? Миллионы приданного дают при женитьбе на приятном, благородном и отважном симпатичном мужчине. А откуда Матата может узнать, что он такой, если Аппер такой дурак, что все время вечеринки потратит на жалобы владельцам лайнера на отсутствие комфорта? Военный конфликт на Земле был настолько напряженным, что появление в лучах короны еще одного небесного тела вызвал подобие истерики у военных. Обе стороны обвиняли друг друга в ударе по спутнику и появлении особого оружия, за наличие которого пора посылать противнику ядерную бомбу. Вы хотите сказать что-то о них? Не стоит, если вы житель Земли. Спецслужбы быстро помогут вам прогуляться до военкомата или дверей военного суда. И без их конвоя не обойдешься. Сами понимаете, я рассказываю вам об этом в такой форме только потому, что сам сумел спастись и сейчас могу рассуждать обо всем с точки зрения свободного человека среди таких же обращенных в новую форму цивилизации, пострадавших от мировой ядерной войны. Хотя первые удары правительства наносили только по спутнику короны. Когда его считали бомбой, а я ведь был солдатом. Меня наняли защищать родину. Тогда как раз я пил. Потом сосед мне налил еще, а когда я протрезвел, оказалось, что я сам взялся защищать страну пилотом заправщика. Хорошо, что не истребителя, я ведь совсем не умел водить самолет. Межгалактический лайнер Атиката внутри сиял спецэффектами иллюминации и мастерски подобранными переливаниями музыкальных представлений. Развлечения для высшего общества были лишь немного хуже их рекламы. Поэтому тамада верхней палубы импровизировал прекрасным голосом, приглашая смотреть на вооружение аборигенов. Веселая публика смотрела в иллюминаторы и на десятки экранов, как отбивались атаки ядерных и водородных бомб. Музыканты сопровождали показ живыми импровизациями, чтобы доисторические снаряды местных дикарей не вызывали у клубных завсегдатаев скуку. На второй палубе развлекали переводом королей войны и прессы, сразу же с комментариями остроумцев-артистов разговорного жанра. Аппер не знал, как убедить Матату отдать ему руку, сердце и состояние, поэтому в полете решил попробовать все способы. Иначе зачем он очутился здесь, где большинство пассажиров тратили состояние на поддержание солидного веса собственным связям? Путь — это и оригинальный передвижной клуб, который шатается по отдаленным мирам, где не обязательно соблюдать все законы цивилизованных сообществ. Но тут охотились за впечатлениями.
А разгар войны дикарей ради уничтожения родной планеты как раз была редким зрелищем. Ведь сколько-нибудь разумных обитателей планеты рождают за миллионы лет. Несмотря на свое природное любопытство и молодость, Матата была нежной и чувствительной. Конечно, она танцевала, как богиня. Попробовала деликатесы и десерты. Похлопала номеру звезды Первого канала телевидения Сеукон. И тут Таппер, менеджер полетов лайнера Атиката, имел неосторожность рассказать ей, что пригласил знаменитости ее страны лично для нее и в курсе прочих развлечений, которые не перечисляли в рекламном буклете. А как иначе? В казино делали ставки на то, кто выиграет войну на голубой планете, а вмешиваться с оружием в конфликт строжайше запрещалось законами. Мягкая Матата оставила веселые компании шутников и отправилась смотреть на недостойных противников выживания аборигенов. Она расстраивалась все больше, видя, как много на беззащитной планете людей, которых собственные власти считали целесообразным уничтожить. Как будто в такой красивой женщине проснулось чувство материнства к еще не пострадавшим. В самом звучании ее голоса при обращении к Аперу был вопль души, желающий спасти малых от развращенности высших человеческой породы. Матата, богачка, 12-я дочь королей медицинских протезов. Апер, всего лишь менеджер, хоть и талантливый. Даже 12-я наследница для него была высшей ступенью общественной лестницы. И он понял, что судьба дает ему шанс покорить сердце красотки. Что он умел? Разве только торговать билетами на круизы среди сильных мира сего, придумывать новые развлечения, привлекать звезд и налаживать горизонтальные связи. Немного, покорить королеву бизнеса этого не хватит. Но какая дама устоит перед настоящим мужским сердцем? И что, если она найдет его действия героическими? И разве это не одно и то же? Что ж, пора заняться важными делами. Матата чудесная девушка, и она действует на воображение мужчины, умея его окрылять. Да, он не будет болваном, он уже не только развлекает ее и танцует, но звонит, пишет послание роботу и перебирает служебные списки, чтобы проверить наличие заинтересованных пассажиров. Только бы никто не подумал, что выручит его в следующий раз. Ядерная война на Земле стала гибридной, ведь использовали все возможные виды оружия. Когда имеешь дело с низшими классами, легко ошибиться, ведь целая армия погон делает их не кусачими. Но инопланетяне создали нечто потрясающее. Все живые души, которые стали заложниками войны, не пострадали. Настоящее ядерное и водородное оружие выстрелило. Первые 3 залпа инопланетяне с короны сбили. Этого времени им хватило на то, чтобы телепортировать в собственные миры всех, кто не был причиной войны. Даже тех, кто просто подставился и кому просто не повезло. Людей, их собак, кошек, коров, слонов и минимум имущества. Почти в один миг, хотя оставшиеся не могли потом вспоминать этот момент без содрогания. Слова прощания земляне кричали своим разжигателям войны, миллиардерам и вешателям уже из безопасного места. А хозяева военной жизни, которые уже уничтожали миллиарды сограждан, остались на планете одни. Со своими машинами и холодильниками, но без слуг, провожающих с обедами и видеокамерами. С ненавистными противниками. Но без пушечного мяса, которое погибло бы за их амбиции. Да, опаснее всего было оставаться среди таких сильных и опасных людей. Но уверяю вас, среди них на Земле никто из порядочных людей не остался. Спасибо доброй медичке Матате. Не похоже было, что до истории эвакуации человечества, местные врачи отмечали ее экстренная технология определения здоровой совести. Так что Апер сумел удачно их рекламировать и завоевать доверие семьи, которая смотрит не только в глаза, но и на прибыли. Матата и Апер поженились. Люди устроились по обитаемым галактикам. Безопасность, свобода, законные действия по получению гражданства. Со всем душевным торжеством можно попрощаться с теми, кто готов уничтожить всех землян. И как вовремя пришло спасение для добрых людей. Как вы думаете, за нами могут следить могучие и нравственные инопланетяне? А менеджер, работающий с важными клиентами, хорошо ли умеет совершать подвиги, если он землянин? Или у этой профессии есть героическое приключенческое будущее? Напишите свой ответ в комментариях, поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые авторские рассказы. Помогите, пожалуйста, в распространении, расскажите в сетях о канале.